Ты наверняка уже видел, как нейросеть преобразовывает популярные уровни. Но сегодня я решил поставить перед ИИ еще более сложную задачу — создать новый текстурпак для Geometry Dash. Получится ли у него сделать что-то оригинальное и красивое? Ответ будет в этом ролике. С вами Сабер, приятного просмотра. Ну что ж, давайте начнем с самого простого, а именно с названия текстурпака и его музыки на главном меню. Для названия текстурпака я буду использовать чат GPT. Давайте напишем... Давайте посмотрим, что придумает искусственный интеллект. Так, я считаю, самое лучшее название это третье, Artificial Intelligence Abstract Pack. Название мы сделали, давайте перейдем к музыке. Длину поставим, допустим, минуту. Темп нормальный или быстрый. Жанр Electron Dance. Давайте послушаем первый вариант. Нет, это не то, давайте второй вариант. Вот, как будто уже подходит. Но мне больше всего понравился третий вариант, давайте его скачаем, если его можно скачать. Ах ты, давайте просто запишем этот звук. Ну что ж, название и музыка остались позади. Осталось только сделать самые трудные части, а именно сами текстуры. Вот как видите, с помощью программы я уже все текстуры разделил. Осталось только все эти текстуры переделать. А в этом мне поможет две нейросети. Первая нейросеть преобразует картинку в текст, а вторая нейросеть уже будет рисовать другие картинки по этому же тексту. Давайте я вам покажу, как все будет работать на примере логотипа. Нужно сейчас переместить картинку. Нажать. В итоге у нас получилось изображение зеленого и черного текста. Давайте из этого сделаем новую текстуру. На выходе всегда получается 9 вариантов. Больше всего мне понравился первый вариант. Давайте его скачаем. И вот смотрите, как выглядит новый логотип уже в самой Geometry Dash. Честно скажу, это ужасно, но нейросети еще не научились нормально рисовать текст, поэтому пока что только так. Уже сейчас я могу сделать предположение, что этот текстурпак будет самым странным в игре. Ну а я пока продолжу делать все остальные кнопки. Пока идет таймлапс, стоит уточнить, что я сделал не все текстуры, а только те, которые являются, как по мне, самыми нужными. Например, кнопки из главного меню, ну и в принципе то, что игрок встречает первым при входе в любую страницу. Если вы захотите, то я полностью доделаю этот текстурпак и выложу его на диск. Также мне хочется узнать ваше мнение об этом ролике. Так как это мое первое видео в таком формате, мне хотелось бы услышать вашу критику в комментариях. Ну что ж, все кнопки, которые мне нужно было сделать, я сделал. Остались только иконки для персонажа. Буду я делать только 4 режима, потому что они легче всего будут делаться. Давайте начнем с кубика. Так как мне уже пришлось поневоле увидеть все кнопки, которые будут в текстурпаке, я уже, в принципе, понимаю, как он будет выглядеть. Нейросеть постаралась сделать его как можно более реалистичным, и получилось, что нейросеть настолько перестаралась, что некоторые кнопки просто не совпадают. И это, наверное, будет выглядеть очень странно и смешно. В принципе, будет очень быстро делать иконки, так как за минуту нейросеть генерирует уже сразу 9 результатов, а не один, что очень мне поможет. Так, и что у нас в итоге получилось? Да, в запросе у нас был черный белый квадрат. Лучше будет просто перегенерировать. В итоге результаты уже получились более красочными. Давайте я скачаю вот эту, пусть эту. Давайте теперь дальше перейдем к кораблику. Результат получился странным. Черное и белое фото окна. Где здесь и увидел окно, я не знаю, но имейте в виду, что у нас вместо кораблика будет окно. Как я и ожидал, получились окна. Ладно, давайте перейдем дальше, а именно к волне. В итоге получился белый треугольник, что на самом деле является правдой. В итоге треугольником здесь можно назвать только вот это. Кстати, неплохой скин получился, я думаю, для волны. Вот это можно, ну еще вот это можно скачать. Также я совсем забыл, что для моих целей подходит еще иконка шара. В итоге опять получился совсем необычный результат, а именно черное и белое фото звезды. Давайте посмотрим, что выйдет. И почему-то нейросеть вместо одной звезды нарисовала множество звезд. Ну, кстати, для шара, если вырезать круг, то это будет неплохая текстура. Ну и последний режим, который мне хочется сделать, это уфошка. Ну, сказать, что я не удивлен, это ничего не сказать. Да кому я вру? Кто ожидал увидеть в НЛОшке компьютерную мышь? Ну, точно не я. Рандом какой-то.
Ну, в принципе, мышь как и мышь, но как из уфошки можно было сделать компьютерную мышь? Хотя можно здесь, например, увидеть колесико, а здесь, например, клавиши. Давайте 4 рандомных варианта скачаю. Ну что ж, все кнопки, все иконки, которые сделал искусственный интеллект, уже находятся в файлах текстурпака. Осталось только самое главное, а именно запустить Geometry Dash и увидеть результат. Так, главный экран уже интригует. И... Ну, это просто... Это ресурс пак, который у тебя получился? Да, это ресурс пак, который у меня получился. Здесь, кстати, должна быть кнопка с текстом More Games, которая перенаправляет на другие игры RobTop. А это сам логотип RobTop теперь новый. Давайте я надену новые иконки. Я считаю, самые адекватные иконки это куб и волна. Давайте перейдем дальше. Просто фон 10 из 10. Вот эти вот края тоже 10 из 10. И вместо ворот аккордеон тоже 10 из 10. Давайте дальше посмотрим иконки сложностей. Не знаю почему, но Harbor и Insane поменялись местами. Ну ладно. И, кстати, слово авто нейросеть приняла в прямом смысле и нарисовала иконку автомобиля. Ну а иконки демона, в принципе, все одинаковые практически. Вот как еще выглядит табличка. Она состоит из таких зеленых трубок и батарей. Или что это? Очень странно. Это и вправду самый странный текстурпак, который я, по крайней мере, видел. Ну, давайте проверим иконки персонажа на, допустим, Blast Processing. Так, вот у нас смайлик такой. Ну, в принципе, у волны ничего такого особенного, просто такой треугольник. И просто вишенка на торте, окно. И вот у Фошка просто компьютерная мышь. Вот, блин. Ладно, я думаю, что на этой ноте можно закончить данный видеоролик. Ну, а с вами был Сайбер. Всем удачи, всем пока.